Так, ну все, хватит. Погнали уже к интро. Всем привет, ребят! Сегодня я вам покажу, как я проходил ивент на ВК-168-01П. Конечно же, выживание. Мы что, будем портить стату в ивент на рандоме? Не-не-не, спасибо. Вы заметили, против меня нет ни СТ, ни ЛТ. Значит, я просто заезжаю в корму и, как говорит один известный ютубер, устраиваю пенетрацию. Ну вот Тигр попытался что-то сделать, но недолго музыка играла. Т-49 это, конечно, весело, но бывают и такие моменты. Ну а также Т-49 может радовать даже в начале боя. Поехал на центр, думаю просветить ТТ и дать пару первых плюх. Но там меня встречает вражеский РУ-251. Ну, недолго он жил, потому что с первым же шотом я взрываю ему боеукладку. Знаете, для чего нужны союзники? Чтобы они танковали вражескую вафлю, а ты выкатывался и заряжал ей фугас почти на косарь. Но, видимо, союзная вафля на меня почему-то обиделась и не решила стрелять по Т-54. Или же он просто ждал хорошего момента, чтобы в итоге взорвать ему БК. Итак, вафля остается одна, поэтому я заряжаю фугас и планирую выдавать ей опять на косарь. Но тут она выкатывается, я понимаю, что мне 500 хп принимать ни в коем случае нельзя, и она разряжается по кому-то другому. Ну а тем временем меня еще и захилили, поэтому я спокойно выкатываюсь и даю на 800. Бедная вафля. Но сзади у нее ружка, которая активно выхиливает ее. Что дает мне шанс дать еще один фугас на фулку. Выкатился и дал фугас на 831. Эх, оставил меньше 100 хп, ну что ж теперь поделаешь. Погнался за уроном, поэтому не добрал вафлю, промазал по ружке. В общем, сейчас была моя ошибка. Ну и вот так лишился я первой жизни. Но как только я возродился, я сразу понял, кто мой противник. Выкатился и дал вафле на 1200. Ё-моё, как она страдает в этом бою от меня. Кстати, ребят, купил себе Е50М. Думал пройти на нем ивент, но бои на нем особо не задались. Ну ладно, ребят, все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, до встречи в новом ролике. Шутка, ребят, извините. Решил пересесть на Ягу, вот такой вот шот фугасом по грилю, а также уничтожил американца. Но и американцы могут доминировать над немцами, сейчас я вам это докажу. Вот я на Т-49 против Ектигра. Давайте повторим этот шот. Ладно, шучу. Немножко изменим его. Ну вот как-то так. Жалко, что Ектигр не догорел полностью, но все равно это на исход боя никак не повлияло. Хе-хе, бой. Жаль то, что фугас не залетает, но заряжаем кумуль и даем заднюю часть корпуса. Хотел поджать, но не получилось. Что делать? Но вот этот момент, я считаю, нужно замедлить. Хотел дать Ектигру под корпус танка, потому что там урон был бы от фугаса гораздо больше, но наши текстуры не дают мне этого сделать. Мой танк уже уничтожили, но это не меняет сути, это победа, а значит то, что мы получаем ВК-168-01П. Кстати, последний бой был сыгран на другом ивентном танчике на Кунзе-Панзере. Кстати, неплохой танк и неплохо фармит в режиме выживания. Итак, ивент задротский мне не очень понравился, потому что в принципе я не люблю много играть. Пришлось делать много побед, но зато есть прем 8-го левела. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и всем пока!